Дорогие друзья, через несколько мгновений наступит новый 1995 год. Пока не поздно, что остались у вас люди. Давай отведите из города, уходите, Алекс. Власть, ты собираешься что-то делать с тем, что у тебя на границе появился регион, который просто превратился в Талибан? Ельцин говорил, берите столько суверенитета, сколько проглотите. Но мы взяли его по полной... Всю силу принимаем, чтобы выручить. Сейчас будет работать в ваших интересах авиация, прием. Нам казалось, что если мы душой на стороне защитников чеченской независимости, то мы на стороне добра, мы на стороне правды. Еще стоят, смеются, тело это дергается, лежит, а этот в руках голову держит. Ну что-то повымерли все, или что, или людей бросили вообще. Мобилизуйте все, мобилизуйте, ну даже рядом есть это подразделение. Да мы вас заставим, да мы вас нагнем. Не 36-й, не стреляй, это свои, это Камил. Не думали, что до такого дойдет. Как в болото завязывали. Я понимаю, что у вас аллюзия с происходящим сегодня, но все-таки к нашей чести мы не называли ее специально. Ты сволочь, чистой воды. Мы выходим, и меня ведут к стенке. Сейчас минометы будут работать, как понял меня, прием. Миномет не надо, у нас уже 3 тяжело раненых. И Джохар мне после своей гибели снился. И он говорил, я не мертвый, я живой. И Масхадов, и Лебедь, прерывая переговоры, рычали на своих: прекратите огонь. У нас 300 уже в очень плохом состоянии. Кровь исходят все. Решайте что-нибудь быстрее, ну сколько может здесь ждать? И потом Борис Абрамович вернулся и сказал: все. Я спросил, что все? Все. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хотя мы встречаем его в таких условиях, которые еще, может быть, никому не удавалось таким, чтобы встречать Новый год. Ведение каких-то боевых действий с этой Чечней. Я думаю, что все это закончится нормально для вас и для ваших семей. К Новому году как-то обещался вроде, может быть, мама меня, наша, офицер наш, может, отпустить домой на несколько дней. Я его ждала на Новый год домой. Он не пришел. Но никаких у меня не было чувства, что-то там случилось или что. Но мы его ждали домой. И нет, и я потом ему на Рождество послала открыточку и написала, почему молчишь. Но было все уже... Его уже там не было. Ее сына нет и на этом кладбище. Солдат-срочник Владимир Ильючик пропал без вести 1 января 1995 года. Это был печально известный новогодний штурм Грозного. Именно тогда стало понятно, то, что затевалось как молниеносная спецоперация по усмирению мятежной республики, обернулась катастрофой. Лишь за те несколько недель она стоила жизни 30 тысячам человек. Ревела до смерти, ревела, а потом я решила... Я увидела, что по телевизору идет марш мира, матери идут. И я тогда решила, я что сижу тут, я тоже должна ехать, и все, я решила... Я Ильючик Татьяна Георгиевна, я из Перми. Я приехала в город Грозный искать сына, пройти его дорогами и искать до тех пор, пока не найду хоть живого, хоть мертвого. 30 годами позже, стоит ли этому удивляться, Татьяна Георгиевна поддерживает так называемую спецоперацию в Украине. Если бы мы бы не вошли за Донбасс, я не знаю, то ли бы мы сейчас жили, то ли нет. Это сатана. Вот с этой сатаной надо их уничтожить.
А ровно 30 лет назад Россия начинала первую из своих войн. Первую чеченскую. К ней по сей день масса вопросов. Что стало реальной причиной войны? Можно ли было с Чечней договориться или ее отпустить, так, чтобы следом не распалась страна? И как попытка силой изменить крохотную республику изменила в итоге саму Россию? При всех вопросах очевидно одно. В 30-ю годовщину Первой Чеченской страна вновь воюет. И кажется, будто между обеими войнами множество сходств. Ну, от взятия Киева, простите, Грозного, за пару дней. Ну, по крайней мере, одним парашютно-десантным полком можно в течение 2 часов было решить все вопросы. Мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи? Ну. Или вот, например, первые «их там нет» и... На чеченской земле мы, как захватчики, пришли туда. Сейчас в данный момент мы военнопленные. Россия от нас оказалась. Российских войск на Украине нет. И родимые пятна российской армии будто бы те же. Потоки машин из Чеченской республики, там шоссе, которые везли унітази, мебель. Шкатулки, скриньки всякі різні вивертають, забирають все, що їм подобається. И даже сама тактика ведения войны. Знакомо, правда? Очень много именно вот этих русских бабушек, дедушек, которые погибли под бомбежками российских истребителей и под обстрелами. Но если без эмоций, может, это лишь внешние совпадения или закономерные следствия? Вправе ли мы утверждать, что нынешняя Россия и нынешняя война корнями из той чеченской, что Украина 2025 – это Чечня 95? Здесь реальность очень жестко диктовала пространство для маневра и весьма жестко диктовала решение. Чеченской войны никто не хотел, чеченская война была неизбежна. Вопрос не в Чечне. Вопрос в образе России, какой мы видим Россию. И вот эти 2 войны чеченские, они подтолкнули, к сожалению, Россию к тому, которая сейчас есть. Этот спор государственников и либералов по прошествии 30 лет лишь обострился. Возможно, сейчас, в 30-ю годовщину начала Первой Чеченской, самое время услышать разные доводы, убедиться или усомниться в параллелях, а главное – понять, как принимались решения, кажется, навсегда изменившие нашу жизнь. Бывший глава администрации Ельцина и шеф его охраны, вдова президента Чечни, главные политические журналисты эпохи, генералы и рядовые, участвовавшие в той войне. Настало время с их помощью дать ответы. Вот мне нравится, как через 20 лет из сегодняшнего времени мы все время пытаемся как бы опуститься вот в эти года, и у нас в головах абсолютно все перепутано и перемешано из-за этого. Меня зовут Валентин Юмашев. В 95-м году я заместитель главного редактора журнала «Огонек». И вместе с Борисом Николаевичем Ельциным, президентом страны, я готовлю его будущие мемуары, которые должны будут выйти в ближайшие годы. Вскоре Валентин Юмашев успеет побывать и зятем первого президента, и главой его администрации, и одним из тех, кто выберет России Путина. А в 95-м, помогая Ельцину писать книгу, он находится рядом с президентом в первые месяцы Первой Чеченской. На их глазах блицкриг превращается в затяжную бойню. Я с ним говорил, на самом деле, просто уже там 2000-е годы. Борис Николаевич, что было делать? Вот вы считаете, да, мы видим, как это все произошло. Это там трагично, неправильно. Надо было начинать эту войну или... И у него дальше были аргументации абсолютно тоже понятные. Если бы мы ничего не делали, то просто страна могла быть разрушена.
Войска в Чечню вводят 11 декабря 1994-го. Озвучит причины своего решения верховный главнокомандующий лишь несколько дней спустя. Самому ему в те дни оперируют носовую перегородку. Уважаемые граждане России, обращаюсь к вам в связи с обстановкой в Чеченской Республике. Уже длительное время она остается предельно сложной. Это вызывает у россиян растущую тревогу. Сегодня, 11 декабря 1994 года, на территорию Чеченской Республики введены подразделения войск Министерства внутренних дел и Министерства обороны Российской Федерации. Капитан наш, он такой нормально датенький был. Вот он перед строем нас всех, значит, все, ребята, вы идете, и многие из вас не вернутся домой, но это будет все там с честью, и там выполняйте свой долг. А кто-то ему из строя выкрикнул: а ты-то что с нами не едешь? Меня зовут Даниил, и я солдат срочной службы Министерства обороны. Нам даже дали парадную форму. Вы же знаете, да, что мы нашли парадную форму у военных? Что это за шапки вот это? И все, и мы поехали. Мы видели прямо из окна моего дома, можно сказать, нашего родительского дома, недалеко от так называемого Сунжинского хребта. И вот по этому хребту сидишь и наблюдаешь, как эта армада, это черное войско, как какие-то муравьи, продвигаются, идут российские танки. Действия правительства вызваны угрозой целостности России, безопасности ее граждан как в Чечне, так и за ее пределами, говорится в обращении президента. То есть вот это ощущение того, что идет войско, да, и их очень-очень много. Что вы испытываете? Вы помните свои ощущения? Страх, наверное, неопределенность, что будет. Я Майнат Курбанова, мне 20 лет, я живу в Грозном. В 18 лет будущее туманно, скажем так. А тут вот какое-то приключение впереди тебя. Первый вопрос, конечно, у нас надолго ли это? По ощущению, что это скоро пройдет. Что они отзовут свои войска и что это прекратится. Направо, все 1500 направо. Шагом марш, все 1500 пошли. То есть ты думаешь, такая махина. То есть, это все, это как бы 2-3 дня, и там, месяц мы будем уже дома обратно. Мама, нас отправили на Самару, а с Самары, 81-й полк отправили на Грозный. Не волнуйся, я все вытерплю. Мы все равно победим. Вот это было его последнее письмо. Конечно, никто из нас не представлял, до какой степени это серьезно, как оно там увязает. Я Сергей Пархоменко, журналист. Работаю в газете «Сегодня» политическим репортером. Мне 30 лет. Конечно, ощущение, что впереди война на много лет, а за ней вторая война, и за ней то, что произошло после этих 2 войн, и продолжается по сей день. Ничего этого никто не предполагал. Что там? Чечня, вот это. Мы ого-го, а Чечня ого-го. Министр Егоров, отвечавший за Чечню, заявил тогда, что 70% чеченцев только и ждут, когда к ним войдет российская армия. И будут от радости, как он выразился, посыпать нашим солдатам дорогу мукой. Как и украинская война в 22-м, чеченская в 94-м, не успевают войска войти в саму Чечню, сразу идет не по плану. Об этом еще поговорим отдельно. Как и о предыстории Первой Чеченской. Вначале обозначим ее вкратце. Проблема Чечни зрела годами. О независимости чеченцы заговорили в 91-м на фоне распада СССР и парада суверенитетов. Искренне поздравляю вас с первыми часами и первым днем гражданства суверенного государства.
Впрочем, в ту пору о независимости внутри новой России заговорила не только Чечня, но и другие республики, или вот, скажем, Урал. Но только над Чечней Москве никак не удавалось восстановить контроль. То, что Чеченская республика как государство сложилось, год живет уже второй, это не только факт, это де-юре. Вдобавок к этому, даже на фоне хаоса 90-х, Ичкерия, как нарекла себя Чечня при Дудаеве, становилась черной дырой. Все, на чем жила дудаевская Ичкерия, это контрабанда и бандитские набеги на соседние регионы России. Здесь можно отмывать любые суммы в рублях и валюте. Здесь можно торговать оружием. Здесь рассказывают о рекорде мая месяца, когда в один день были ограблены сразу 320 вагонов. На этих причинах, для кого объективных, для кого раздутых искусственно, мы еще остановимся. Пока же важно другое. К концу 94-го Кремль уже предпринял несколько неудачных попыток вернуть Чечню в свою орбиту. Последней каплей стала попытка операции в знакомом жанре «Их там нет». Мы подготовили письмо, я и Степашин, Ельцину, о том, что надо решать, что делать, и дали ему 5 вариантов. От признания независимости государственной Чечни до введения войск в Чеченскую республику. Ельцин выбрал вариант, который нам казался оптимальным. Поддержка антидудаевских сил в Чечне. Хотя мы сейчас не оппозиция. Оппозиция сегодня Джохар Дудаев. Мы сегодня законная власть. Сама логика наших действий, она тогда подталкивала к тому, что давайте попробуем. То есть пусть Временный совет Чеченской республики действительно попробует дать настоящий бой дудаевцам. Наняли за деньги танкистов наших. Ситуация была очень серьезная для военных. Не получали вовремя денежные удовольствия. Там, кстати, были как минимум двое из тех, кто сидел в танках 4 октября 1993 года и стрелял по Белому дому. Вот в всех же гарнизонах поднаняли офицеров-прапорщиков. Поэтому, когда им сказали, что вот за такие-то деньги, то надо будет поучаствовать в операции по захвату Грозного, все думают, что так, пустячки, ерунда. 26 ноября 1994-го антидудаевская оппозиция при поддержке 40 российских танковых экипажей выдвигается в сторону Грозного, чтобы свергнуть Джохара Дудаева. Современным языком это ЧВК Пригожина, да? Значит, это не государство российское. И они не являются участниками боевых действий. То есть там создали ЧВК в Труханово, которому дали танки, которым дали оружие. Российские вертолеты – это мои вертолеты, которые я купил. И сказали, типа, иди куда хочешь. Ну, хорошо, что он пошел там в Грозный, да? А мог бы, в принципе, и в Москву пойти. Но Дудаев очень мудро поступил. Он запустил всю эту команду там, кто на «Жигулях», кто на танках, Грозный. Гул, порох, запах, паника. Непонятно, где кто, куда стреляет. Попытки дозвониться куда-то, связь нарушена. То есть было понятно, что что-то происходит, и, возможно, война. Танки частью пожгли, частью захватили. Офицеров частью поубивали, частью взяли в плен. Потом их все показали по телевидению. Федеральная служба контрразведки от Министерства обороны. Нам была поставлена задача совершить марш на территорию Республики Чечня, войти в город Грозный и при поддержке оппозиции. Этот сам факт по себе, когда его выдавали Ельцину, он очень сильно его разозлил, что как они вообще могли бы посметь так с нашими танкистами и так далее. Если еще до сих пор мир не понял, что идет прямая агрессия со стороны России против суверенной Чечни, я не знаю, какие еще убедительные факты могут быть. И российская власть отказалась, никаких там, их там нет. Наших там нет. Мы не знаем, это какие-то наемники. Только безграмотные командиры могут воевать там перед горами. Ах, так сказал Дудаев? Пропаганда, ложь,
ложь и насилие. Тогда мы будем их расстреливать. Пускай России покажут, как это будет со всеми русскими танкистами. И тогда туда рванулись депутаты Государственной Думы, которые выступали против этой чеченской войны, этой чеченской авантюры. Так, разойдитесь. Расходитесь. Они потребовали встречи, пустили Явлинского и меня, одного журналиста, одного политика. Я Алексей Венедиктов, мне 39 лет, я школьный учитель истории и репортер «Эхо Москвы». В этом одно из важнейших отличий войны чеченской от нынешней. Российская власть в 94-м не монолитна. И в Думе, и в Кремле еще до начала конфликта есть те, кто выступает за силовой накат, и те, кто говорит, что это путь к катастрофе. Если будет сегодня решен вопрос с пленными, то следующим шагом будет уже обсуждение вопроса о механизме, который может положить основу политического процесса. Тогда Григорий Явлинский сказал: давайте мы останемся, пусть они уедут. А ему говорят, они отказываются. Офицеры отказывались возвращаться. И было понятно, что это под давлением. Я надеюсь, что Россия нас не заводится. Вот стоят так в линейку, не бритые, из ямы вынутые, очевидно, значит, вонючие, да, там, заросшие. А у меня, значит, аппарат записывающий, магнитофон. Я говорю: ребят, вот ваша мама сейчас в Госдуме, это правда была. Значит, вы, каждый из вас, должны сказать, что вы отказываетесь ехать. Вот говорите: я там, Иван Петров, не поеду. Кто остается, я прошу 5 минут со мной поговорить. И такая тишина, и вот тут, значит, начальник охраны был такой 2-метровый красавец с такой бородой. Говорит, меня, говорит, Явлинский оставил, говорит, пойдем. Мы выходим, и меня ведут к стенке, прямо во дворе, и выстраивается человек 5. Ну, я так попрощался, так все в уме, да, я так стенку помню до сих пор. И слышу сзади там что-то там перещелкивает, затвор, я человек не военный, ну так, дзынь-дзынь, да. Я думаю, ну хрень все, ладно. Потом бабах-бабах, видимо, в воздух стреляли. Ну, пойдем назад. Никогда не думайте, что чеченцы головорезы и плохие ребята. Все-таки 7 человек мы вывезли. Пошли, ребята, пошли. Да. Они сидели, и 2 гроба, 2 погибших. 2 гроба сидят вот эти ребята, они молчали всю дорогу. Сейчас крупно вам повезло. Эти ребята, что пожалели. А другой раз пленных вам не придется снимать-то. Уже с терпением выходит, понимаете? Предел есть всему. Уцелевших танкистов вызволили, но осадок остался. В окружении президента случившееся воспринимают как личное оскорбление. Я не помню ощущения пощечины, но то, что это было горько, это бесспорно. Я Георгий Саттаров, мне 47 лет, я почти год помощник президента. Эпизоды моей работы с Ельциным связаны с Чеченской войной или с ее последствиями. Мне кажется, все-таки Ельцин принял решение раньше. И оно силовое. Верховный главнокомандующий приехал. Три дня спустя, после разгрома в Грозном, в Кремле созывают заседание Совета Безопасности. В тот момент для всей российской власти, и гражданской, и военной, было понятно, что проблему нужно будет решать, и поэтому это длинный совбез. Так называемый Совет опасности. Егоров, Степашин, Шахрай, Ерин, Сосковец, Лобов. Мы пытались получить стенограммы заседания Совета Безопасности, которые должны существовать. Было сказано, что стенограммы не велись. А сейчас мы видим участников тех событий, которые дают интервью и говорят: я был против, Грачев был против, Степашин, который командовал тогда ФСК, ФСБ, был против, Ельцин был против. Все были против. Кто был за? Там реальные страсти-мордасти. Когда Черномырдин наезжает на силовиков в Слобоки, Грачев говорит: я его сейчас застрелю. Барсуков, в тот момент директор ФСБ, разнимает Черномырдина и Грачева. Все боялись уже говорить, что ты против выступать. Вот, тем более на этом совещании Совбеза там уже был начальник Генштаба и Грачев. Они по большой карте, по дороге все объясняли.
Где они будут, где что. Грачев не убеждал. Грачев как раз очень настороженно к этому относился. Я прогнозировал. Хотя наши выводы по оценке обстановки были разные. Но когда ему приказали, он взял под козырек и пошел в атаку. В принципе-то они на Совете Безопасности, их мнение было учтено больше, чем мнение мое. Он говорил, что даже если этим заниматься, то мне нужно минимум полгода, чтобы подготовить к этому армию. Потому что за 2 недели армию к военной операции нельзя подготовить, и он упирался до последнего, пока ему Ельцин приказ не отдал. Значит, решение принял Ельцин. И весь вопрос сейчас для историков уже, на основании чего и почему он принял это решение, непонятно. Опирался на то, что это был опасный прецедент, опасный для целостности России, защищать которую он клялся на Конституции. Что мы можем с вами сегодня сказать, с высокой вероятностью? Им не хватило мужества сказать, что нет. На сегодня все участники, очень смешно. У меня была какая-то встреча с Шахраем, и Сережа говорит, что, и вот на этом совбезе я выступил против. Нет военного решения этой проблемы. Я говорю: Сереж, я знаю, что ни один, кроме Калмыкова, не выступил против. Публично хлопнул дверью из-за несогласия. Один. И после этого он ушел в отставку в знак протеста против начала. Я не помню, она не спецоперация называлась, видимо, как-то по-другому. Скажите, а чем это принципиально отличается от путинского вторжения в Украину? Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я Говорите прямо. Да все то же самое. Все то же самое. Да, принимается политическое решение, там, генералам на среднем уровне не дается даже времени на подготовку военной операции. И вообще люди штатские нередко отличаются большей кровожадностью, потому что они не знают, насколько теряешь контроль, когда применяешь силу. Потому что как раз силовики, они немножко понимали того, какой ящик Пандоры открывается. Так же было и когда принималось решение о вводе войск в Афганистан. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в истории всегда можно найти аналогии тем или иным процессам, которые мы наблюдаем в настоящее время. Итог Совбеза: в 94-м Чечне предъявлен ультиматум. Либо сложить оружие и распустить то, что в Кремле называют вооруженными бандформированиями, либо же Центр пойдет, цитата, «на крайние меры». Значит, остались считанные часы благоразумно поступить в этот исторический момент. Что любопытно, споры, тогда шедшие на Совбезе, актуальны по нынешний день. Что надо было делать в той ситуации? Хорошо, вот мы уже в этом тупике, в конце 94-го. Как быть-то с точки зрения либерала? Вот пленные солдаты на радость Дудаеву, позирующие перед телекамерами. Как поступать с Чечней дальше? При чем тут солдаты? Не надо тут жонглировать солдатами. Вы идиоты. Не смогли нормально обеспечить даже ту спецоперацию, которую вы делали. Вы подставили этих солдат, а теперь, ссылаясь на солдат, вы делаете еще большую глупость. А что надо было делать? Была возможность переговоров. А вполне можно было добиться многого и оставить Чечню внутри России и путем переговоров. И вот тут на нас начинает влиять контекст. А контекст подсказывает нам, что массированный накат, он работает в качестве способа решения проблем. Он уже сработал несколько раз. Уже в Таджикистане катился, в общем-то, к завершению конфликта. Проблема была решена. Решали проблему в Абхазии, конфликт в Осетии и Ингушетии. То есть опыт-то, он скорее говорил о том, что это работает. Проститутки я не убегу, я здесь умру, я здесь родился. Спустя всего 2 дня после заседания Совбеза, не дожидаясь ответа из Грозного, российские штурмовики Су-25 наносят первые массированные удары по чеченским аэродромам. За полдня уничтожена вся дудаевская авиация. Из Грозного в Москву шлют телеграмму.
главнокомандующему ВВС генералу Денекину. Поздравляю вас и военно-воздушные силы России с победой в завоевании превосходства в воздухе над территорией Ичкерии. Встретимся на земле. Назад шаг. Вы помните последние дни перед войной? Была же финальная попытка договориться между Джохаром Дудаевым и отправленным Ельциным в Ингушетию Павлом Грачевым в станице Слепцовской. Да, конечно, помню. На тот период как раз были подтянуты российские войска. Наши войска стояли тоже напротив, тоже на границе с Ингушетией. Была очень сильная напряженность. Обратите внимание на эти кадры. Дудаевский боец и российский спецназовец стоят рядом. Переговоры решили проводить в здании, оцепленным 2 кольцами военных. Внутренне составили бойцы Альфы, внешне образовали прибывшие из Чечни люди Дудаева. По многим вопросам мы находим общую позицию, хотя есть ряд принципиальных разногласий, которые необходимо решать на более высоком уровне, чем министр обороны. Грачев – это не тот человек, которому можно было доверить политические переговоры. Он был прямой, он был грубый, какие-то чеченцы. «Чего вы хотите?» – спросил Дудаев. И Грачев сказал, что мы хотим, чтобы ты сдался. Дудаев говорит мне: ты пойми, вот даже эти, которые со мной приехали, они не просто так приехали. Если даже сейчас я скажу, что готов и дальше вести разговор по политическому регулированию, тут же они встанут, нас с тобой пристрелят, и все, назначат другого, более агрессивного. Павел Сергеевич не был примитивным, но он же офицер, генерал, а это все солдат. Ну, как рубашку, он там кому-то из них говорит: пуговицу застегни. А дальше мы сами будем решать, что делать с этой твоей Чечней. Ну, пощечина. Не будет война! Конечно, не будет войны. Зачем война? Чувствуя, что Грачеву не дадут провести его намерение без конфликта вооруженного на политическом уровне решить этот вопрос. И многотысячной массе, которая стояла на улице, я из себя выдавил. Договорились, что все решим миром. Знаю, что и чувствую, что миром там все-таки решать не будут. Что вам вспоминается вот в те недели о его мотивации? Ну вот советский в прошлом генерал, он же осознавал, что в этом противостоянии с разболтанной, с криворукой, но с гигантской армией он, его бойцы обречены. Ощущение, что не осознавал. Я Олег Орлов, правозащитник из «Мемориала». Работаю в Чечне. Главная моя цель – спасти мирное население. Ну, я вот вам расскажу один рассказ про Дудаева. Это накануне войны. Шаройский район Чечни. Глава этого района принимает генерала Дудаева. Ему показывают, где люди живут, горы, красота неимоверная совершенно. И что Дудаев? Вот он ходит, смотрит горы. Какие замечательные места, какие замечательные места. А дальше что он говорит? Тут так хорошо можно воевать. Тогда же в Главном оперативном управлении Генштаба начали разрабатывать план военной операции. Квашнин, Шевцов. Это было, как говорят, военный парад планет, когда все движется по расчерченным стрелочкам, без препятствий. Принимается вот это решение, не получилось с помощью чеченских, ну скажем так, значит, пророссийских сил. И Ельцин начинает вместе с силовиками разрабатывать план введения регулярных войск в Чечню. Евгений Севастьянов, который в то время командовал московским ФСБ, ну, ФСК, да? Вот один был из ярых сторонников наведения порядка в Чечне, конституционного наведения порядка, это так называлось. И мне Игорь Малашенко, который руководил НТВ, рассказывал, что он столкнулся с Севастьяновым в Кремле и говорил: что вы делаете?
Что вы делаете? С ними разговаривать надо. Что вы делаете? И Севастьянов от него отмахнулся и сказал: Игорь, говорит, через 2 недели вы не вспомните, мы доведем там порядок. Надо было набраться терпения, но приближались выборы. Я очень боялся входить в выборный процесс, не урегулировав ситуацию в Чечне. Кто ему наговорил там, что это может легко получиться, не знаю. Кто-то его убедил. По периметру республики стояли российские военные группировки со стороны Ингушетии, со стороны Северной Осетии и, по-моему, часть со стороны Дагестана, Хасавюрт. Основной, конечно, приказ был это захват Грозного, взять его под полный контроль. Никакая большая война не планировалась. После того, как будет блокирован Грозный, и Дудаев начнет понимать, что дальше противостояние бессмысленно. Люди, что называется, посерьезней, с большим военным опытом, с лучшим образованием, может быть, с лучшей военной эрудицией, вроде Воробьевой или Громовой, отошли в сторону. Воробьеву, как командующему сухопутными войсками, Грачев отдал приказ, он сказал: я не пойду. 12 декабря я был срочно направлен в Моздок. Главком сухопутных войск Семенов сказал мне, что началась операция, а на командном пункте у командующего Северокавказским округом полнейший бардак. Управление идет на 3 «ой» – матюкой, кулакой и палкой. Механики не умели водить танки и БМП. Наводчики не умели заряжать орудия и стрелять. Так я пришел к окончательному выводу. Этим войскам нельзя участвовать в боевых действиях. Между тем, Временный информационный центр на Северном Кавказе в 18:00 сообщил, что первый этап операции завершился. Ведь уже тогда было очевидно, что там победного марша не будет. Я Борис Кольцов, специальный корреспондент телекомпании НТВ. Мне 24 года. До этого я ездил в Чечню в мирное время. Не только чеченцы, но даже ингуши бросали бутылки с зажигательной смесью в колонны, которые шли в сторону Чечни. Россия, пускай будет красота, мы на Россию будем топтать ногами. А пускай яйца сядет на наших колючках. Вже 8 років війна йде у нас, а ми захищаємо свій дім. І тому зараз всі ці хлопці, які зібралися, прості хлопці, стали резервістами, в яких є патріотичний козацький дух, і вони знають, що робити. Зараз їх зупиняти ворога. Слава Україні! Абсолютно те же грабли, просто гораздо более масштабные и трагичные. Ну, это то, что называется «где Божий дар, а где яичница». Война в Чечне – это что у государства есть право на насилие, на восстановление своей территории, а война в Украине – это агрессивная война для захвата территории чужого государства. Восстановление конституционного порядка на территории страны. Президент Ингушетии Руслан Аушев около 7 вечера сообщил, что в его республике разрушено 6 домов и 1 мечеть. 3 человека погибли. Среди них министр здравоохранения Ингушетии, которого вытащили из машины, когда он пытался остановить колонну, избили, и позже он скончался. В первом же крупном чеченском селе после ингушской границы, станицы Асиновской, колонна федеральных войск сразу сталкивается с отчаянным сопротивлением. То, к чему совершенно, на мой взгляд, не прислушивались, и то, что вот у меня в моих репортажах звучало летом и осенью 94-го, практически каждый чеченец говорил, что мы тут должны разобраться сами, не нужно нам никаких войск, если войска войдут, мы там, независимо от нашего отношения к Дудаеву, возьмем в руки оружие и будем с ними воевать. Эти люди спустились с гор, окружающих Грозный, где уже несколько недель идет активная подготовка к защите столицы. По признаку односельчан или однотеповцев формировались новые подразделения. Это берешь, так откручиваешь, короче. Люди, которые вышли по своему собственному желанию, естественно, мотивация зашкаливала. Я Сулейманов Джамбулат, мне 22 года. Я всего лишь один небольшой камень в фундаменте будущего независимого чеченского государства. Пока руки могут держать оружие, ни один чеченец не сделает шаг назад. Вообще, вы помните, чем они воевали-то? Автоматы и гранатометы. Какие-то херня у них была.
А у нас была авиация, в том числе бомбардировочная. У нас были танки. Установки «Град» и «Ураган». До того, как вошли войска в Грозный, было очень сложно воевать. Российская армия, она била на дистанцию. Мы не могли войти в контакт. И именно по этой причине чеченцы откатывались до Грозного практически без каких-либо масштабных боев. Однако и без них войска уже несут первые потери. А марш по крохотной республике до Грозного, который по плану должен был занять сутки, растягивается на недели. Мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи? Вообще не должен был попасть в армию. У него зрение было -6. Но когда потом мы уже взяли в армию, посмотрела я в книжку его, и зрение у него было поставлено 1. Поэтому он, можно сказать, слепой ушел в армию. Какой он стрелок? Их набирали с различных регионов России. И этих ребят, их вот в эти формирования, которые в Чечне, которые создавались. То есть в одном сводном полку могли служить вместе бойцы, еще вчера не имевшие друг с другом ничего общего? Да, причем такие солдаты-срочники в основном, неподготовленные. Некоторые вообще оружие в руках не держали. Мне 19. В какие-то дни мы ездили, делали колбасный завод, кому-то помогали. Вот. В какие-то дни я делал большой сугроб около КПП. Понятно, что в армии времени никогда нету. Он еще там ноги обморозил успел. Они строили офицерам дома, квартиры строили. Ничем. И там ничем не могли даже научить. Я помню, что во время движения колонны, как сейчас часто мы видим, происходит на Донбассе, то ли был не танкист молодой и не справился с управлением боевой машиной, он наехал и раздавил легковушку, в которой ехала семья и дети. Все они погибли. Это было просто в лепешку раздавленные «Жигули», в которой находилась семья, которая бежала из Грозного, ехали из Грозного от российских обстрелов. Меня зовут Андрей Черкасов, мне 23 года. Я корреспондент телекомпании НТВ, работающий всю Первую Чеченскую войну по августу 96-го. Мы хоть и списты, но мы за мир. Людям ничего не нужно, никто ни во что не верит. Пригнали как табун, стадо какое-то. Российский офицер понимал, за что воюет? Нет. А чеченские бойцы? Они родину защищали, себя защищали, детей защищали. Первой неделе войны до входа российских колонн в Грозный, вот эти бомбежки, это все еще больше подогрело людей тому, что нужно сопротивляться. Это была такая схватка от души. Она была сатисфакцией чеченцев за унижение в депортацию. Когда не нашлось сотни или тысячи человек, которые смогли бы оказать сопротивление. Если мы будем говорить о советском периоде, то надо иметь в виду, что советская власть совершенно непонятна была чеченцам. Я Майрбек Бачагаев, историк, и говоря о войне в Чечне, в общем-то, считаю, что нужно начать чуть раньше. Все население, без исключения, обвиняется в сотрудничестве, коллаборационизме с немцами. Все бы ничего, если бы не одно «но». Чеченцы не видели немцев. Немецкий фронт не дошел до Чечни. Весь
этнос, независимо от того, женщина, ребенок, старик, разницы нет, полностью, тотально, был выселен в Казахстан и Киргизию. Мы все говорим и знаем о 125 граммах блокадного ленинградского хлеба, но когда перевозили в вагонах, депортированным давали 100 грамм хлеба. Каждый третий ребенок и взрослый погибли именно в 1944 году. Главным вопросом, почему Советский Союз, советское правительство, Сталин принимает такого рода решения, это наказание народов, которые не принимают советскую власть как таковую на протяжении уже 20 с лишних лет. А в 1994-м появилась возможность так от души сразиться с ними. Вот. Ну, с кем с ними? Это не НКВДшники к вам пришли, сталинские? Это их наследники. Какая разница? Это их наследники, их дети, их внуки. Молодые парни из села нашего, совершенно не имеющие никакого отношения ни к армии, то есть ни к каким-то военным организациям, подразделениям, что они уходили, кто как мог, кто, не знаю, с палками, с какими-то винтовками, все, что могли найти. Завидев эти колонны? Это называлось отряды самообороны. В основном здесь все люди, которые живут в этих районах, живут в этих домах. Мы защищаем сами себя. Давай, Мамут! Поначалу я бы не сказал, что это были какие-то бандиты. Это были обыкновенное мужское население. На Кавказе всегда считалось престижным пройти службу в армии. Они умели обращаться с оружием. Вон граната лежит. Вы бы лучше ушли сразу, а? Что происходило вот по дороге к Грозному? Что вы помните? Ненависть, желание, чтобы эти танки жгли, радость от того, что эти танки жгли. Це позаду нас нова історія України. Министр обороны Павел Грачев за несколько дней дважды меняет командующих операцией. Один не справляется, другие отказываются продолжать наступление, так и не получив письменного приказа на применение армии внутри страны. Ведь официально в России не объявлено ни войны, ни чрезвычайного положения. По действующему закону нельзя применять войска Министерства обороны на территориях, где введено чрезвычайное положение. А если бы было введено чрезвычайное положение и туда вошли только войска внутренних дел... Ну, конечно. Конечно. Я понимаю, что у вас аллюзия с происходящим сегодня, но все-таки к нашей чести мы не называли ее специальной. Мы не хочу! Войну не хочу мы! Планировалось вводить войска по дорогам через населенные пункты. Но это глупость. Я прошу вас, не давайте своим детям, мужьям стрелять в этих солдат. Они такие же точно люди, как и вы. Мы сделаем все, чтобы они не стреляли в вас. Генерал Бабичев, шедший с запада, вначале столкнулся с толпами людей, с отрядом Басаева, перекрывшим дорогу, и увел людей на Сунжинский хребет, и там дальше шел к Грозному. Генерал Рохлин, который должен был входить со стороны Дагестана, после того, как там в Хасавюрте целый взвод внутренних войск взяли в плен, Рохлин увел свои части в степь на северо-востоке Чечни и вышел скрытно к окраинам Грозного. То есть получилось что-то у генералов, которые нарушили приказ. Александр Черкасов, 28 лет. Работаю в мемориале еще на паре работ. Где-то нарастает война в Чечне. И я думаю, кто-то будет этим заниматься. Наверное, есть специалисты, но, наверное, не я.
Еще до того, как войска приблизились к Грозному, саму столицу и окрестности начала бомбить авиация. В официальных сводках сообщалось о точечных ударах. Обстрел ежедневно велся, по-варварски запрещенным, вакуумными бомбами, шариковыми бомбами. Что они гады, чего ж они нам оставили нас без квартиры? Без квартиры оставили нас. Эти бомбардировки утюжили мирных жителей, жилые кварталы. Александр Минкин, журналист. И в 95-м был журналист, и сейчас журналист. А первая бомба, знаете, куда упала? На Чеченский Госбанк. И все документы сгорели. Какая прелесть! Какое точное бомбометание! Но на самом деле не было армии как такого, чтобы по ней бить. Били там, где вот известно аэропорт Ханкала, самолеты разбомбили, да. Ну, а куда еще больше бить? Били по школам. Считали, что это потенциальные базы для боевиков. Били по детсадам, били по больницам. У меня знакомый сгорел в машине, я хотел его оттуда вытащить, и машина горела, когда пламя как-то немножко приутихло, я видел, как угольки догорает вот голова, и внутри это как полено деревянное, догорают угольки внутри человека. Мы не могли его потушить. Потом мы приехали в городской морг, и вот этот городской морг полный трупами не военных, а обычных жителей, в том числе женщин. Вот для меня было самое страшное, понимаете? Это не какой-то там чуждый мне внешний враг. Это делает мое государство, моя армия. Да, наносятся бомбы удара. Наносятся по зеленкам, по скоплению техники, по тем, кто по нам стреляет и будут наноситься. Почему он не полетит и на свой дом, на своих детей это не бросят? Почему его дети не получатся? Почему? Даже ракеты «Точка» отклоняются, могут на метров на 250. Град, он накрывает пятно в несколько футбольных полей. Даже если бы хотели. Это армия, которая не была готова к высокоточной работе. А начальство, оно рапортует. Было 2 центра принятия решений во всей этой операции. Это, собственно, чисто военное там, в Чечне, и штаб Сосковца в Москве. Я звонил в штаб в Чечне и спрашивал: у вас какие-то нелады, вы не можете принять решение или не можете их реализовать, что происходит? И мне говорили: вообще-то это полномочия штаба Сосковца. После этого я звонил в штаб Сосковца, они говорили: вообще-то это полномочия, значит, вот этого военного штаба. Свидетельствуем бардака натурального, на очень высоком уровне. Можно лишь сожалеть по поводу высказываний отдельных деятелей, которые пытаются опорочить любые действия органов власти России. Это не пройдет. Все, что происходит в Чеченской Республике, держу под особым контролем лично. Была недооценка военными, была недооценка Ельциным состояние армии. Всем все-таки казалось, что опыт Афганистана, когда, значит, в горной местности с войсками, которые как бы и не войска, с этим, казалось бы, российская армия была готова сражаться, но что произошло с армией за эти 4-5 лет, ни Куликов, ни Грачев это недооценили. Они хотят напугать нас, чтобы мы пошли в состав России. Этого никогда в жизни не видать. Мы все помрем, но в состав России уже больше не пойдем. Ситуация 94-го в России в целом незавидная, но что есть? С точки зрения государственника, что в тех условиях хуже?
Вводить войска или оставить чеченский вопрос дозревать? А дело в том, что фактически-то ведь там это не было вопросом прям конкретно выбора. Одна из главных проблем России в Чечне то, что у нас не было какого-то общего сводного штаба по Чечне, который бы занимался именно этой проблемой. Сегодня у нас экономический блок пытается реинтегрировать чеченскую нефтянку в российскую. Вечером Дудаева пытаются угрохать наши пионеры-герои, подготовленная Минобороны оппозиция. И вот в этот момент у нас с криком осла из Шрека выскакивает ФСК со своим гениальным планом спецоперации. Совместная операция оппозиции и российских специалистов проваливается. Описано, по-моему, правильно ситуация-то. Было ровно вот это самое. Ну и что после этого предполагается-то? Тут уже понятно, что война уже просто вылезла наружу. Они загнали себя почти в тупик. И следующий шаг с российской точки зрения, он был очевиден. Это уже массированная силовая операция. А что надо было делать? Отдать возможность Сергею Адамовичу Ковалеву начать от имени государства переговоры и вместо развития военной ситуации дальше наступления на Грозный использовать того, что депутаты и Ковалев находятся в Грозном, и пытаться договориться. Есть только два пути. Либо резко отступить назад, и тогда виновники должны понести наказание, либо устанавливать репрессивный полицейский режим. Сейчас такое трудно представить, но тогда россиянам о преступлениях государства сообщает почти с передовой государственный служащий. Команда уполномоченного по правам человека Сергея Ковалева в Чечне наряду с репортерами ключевые очевидцы, неудобные для военных правды. Ведь эта ложь не просто кровавая, когда нам, находящимся здесь, объясняют со слов высших государственных лиц, что Грозный не подвергается никакой бомбежке, а будто бы взрывы осуществлены сторонниками Дудаева. Вчера появились сообщения о том, что нацбаты устроили подрыв здания драматического театра в Мариуполе. Это уже отчаянная ложь. Надо уходить в отставку. Этот, как миротворец депутат-то, Ковалев, да ему клейма некуда ставить. Клейма некуда ставить. Это враг России, это предатель России. Вся официальная информация о положении в Чечне лживо. Защищают тех негодяев, которые хотят развалить страну. Мерзавец Грачев заврался и хочет уйти от ответственности, не считаясь чужими жизнями. К концу декабря 15-тысячная группировка федеральных войск наконец закрепится на подступах к Грозному. В нем подчиненных Грачева, генералов Квашнина, Бабичева, Рохлина, Пуликовского и Стаськова ждет самое бесславное и самое кровопролитное сражение за всю новейшую историю России. Вы срочники, да? Да. Однако как дошло до такого ожесточения? И можно ли было без трагедии обойтись? Ведь жили вроде бы мирно и вместе чеченцы и русские. До времен Ельцина и перестройки. Уважаемые пассажиры, наш самолет произвел посадку в аэропорту города Грозного. Нельзя говорить по-чеченски. Чеченский язык – это язык варваров. Культурные люди говорят на русском. То есть я еду в троллейбусе в Грозном, и русские тетки с такими морковного цвета губами, помадами, они пшикают на нас, если я говорю со своей матерью, или моя мать говорит со мной на чеченском. Все-таки ущемление по национальному признаку своей собственной республики было очень сильно. И, наверное, не было другого такого более гонимого народа, как чеченцы.
И когда чеченцы возвращаются в 1957 году, все населенные пункты были переименованы. Садовое, виноградное, яблочное. Все имущество, которое досталось от чеченцев, они были переданы именно тем, которые заселялись. Милиция стояла на стороне тех, которые уже там жили переселенцы. Для того, чтобы зайти в свой собственный дом, они вынуждены были жить у своей калитки месяцами, настаивая, чтобы хозяева покинули дом. Возник конфликт. Одно дело, ты днем не можешь что-либо сказать, а вечером чеченец стучал в дверь и говорил: пора уезжать, иначе мы должны будем уже принимать меры. В итоге в Грозном происходит одно из самых крупных выступлений русских на всей территории Советского Союза того периода. Они захватывают почту, железнодорожный вокзал. Все по классике. Советская власть очень жестоко подавила в итоге это. Прошлое и будущее. Они живут рядом. Сегодняшним 20-летним, наверное, очень трудно представить, каким был Грозный лет этак 60 тому назад. Мы все это знали. Кому-то рассказывали родители, кому-то рассказывали бабушки, это дедушки. Это были разговоры на кухне? На кухне, да, причем такие под шепот, да. Когда об этом стало возможно говорить уже открыто в публикациях, конечно, да, конечно. И вам, дорогие друзья, предстоит участвовать в революционном обновлении социалистического общества. Надежды, энтузиазм, эти бесконечные публикации обо всем, что было запрещено. Сейчас, в эпоху пресловутого научно-технического прогресса, чистый атмосферный воздух стал дефицитом, как мыло, сахар, масло и мясо. Но если эти продукты можно получить по талонам, кто и по каким талонам даст нам чистый воздух, наполненный озоном? Начиналось с протестов, да. И это были протесты против строительства биохимического завода в Гудермесе или в Гудермесской области. Это когда вся страна, переболев Чернобылем, взялась за экологию. Да. То есть доселе никаких митингов не было, и речи об этом не могло быть, а тут можно было выйти на улицу и протестовать. Формальдегида, сероводорода, двуокиси азота, среднества газа, еще черт его знает чего. Когда можно начать говорить, это объединяет людей. В Чечне это было что вспомнить. И эта история была как будто предназначена как исходный материал для политического сепаратистского движения. Впрочем, к концу 80-х среди окраин рассыпающейся империи бурлит далеко не только Чечня. Этот ветер перемен как будто веял в воздухе вокруг нас. Мы приехали в Эстонию в 1987 году. 3 республики бывшего Советского Союза собирались объединиться, заявили о своей независимости. Эстония, Латвия, Литва. И, конечно, Москва приняла все, что могла для того, чтобы остановить их. В Вильнюс вошли танки. Это больше, чем ирония судьбы. В тот момент в прибалтийских, как их тогда именуют, республиках служат 2 советских пока офицера-чеченца. Следом, один за другим, они и возглавят самопровозглашенную Ичкерию. Пока же один из них в Вильнюсе. Гарнизон полковника Масхадова еще участвует в усмирении литовских борцов за независимость. А вот симпатии второго, генерала ВВС Дудаева, уже на противоположной стороне. Мы смотрели по телевидению на то, как голыми руками литовцы пытаются остановить идущие на безоружных людей танки. И тогда Жихар сказал: безоружными нельзя приставать перед лицом врага. Это было как будто пример для нашего будущего в Ичкерии. Эпатажный вид, генеральские мундиры, его осанка.
У чеченцев есть такая немножко наивная, немножко детская черта. Чеченцы любят успешных людей. А он был успешным. Я видел, что мое место в военной структуре. А в военной структуре я искал элитарную часть этой структуры и нашел ее в летной работе. Джохар Дудаев – это человек, сделавший очень хорошую карьеру в советской, с точки зрения чеченцев, имперской армии. Несмотря на то, что чеченцы в Советском Союзе, их так, знаете, как крымских татар, так отдельно, он стал генералом, командующим бригадой дальней авиации. Это был просто в Советском Союзе герой. Сослуживцами характеризуется как жесткий, вспыльчивый, резкий человек. Когда он пишет, то чернила брызгают во все стороны, а бумага позже срывется. И Джохар Дудаев весной 90-го года себя показал, когда отказался выполнять приказ и подавлять движение за независимость в Эстонии. Я много раз говорил с Дудаевым о его взглядах. Он был очень такой типичный советский генерал, и он жалел о распаде Советского Союза. Когда уже в 95-м мы взяли в Грозном президентский дворец, в сейфе у него оказалась шкатулка, а в ней партийные комсомольские билеты и портрет Сталина. При том, что Джохар родился за неделю до сталинской депортации чеченцев. Такая вот каша была в голове. А всего несколькими годами ранее мусульманин Дудаев и вовсе участвует в бомбардировках советской авиации Афганистана. Мы согласовывали там взаимодействие дальней авиации и десантников. Джохар Дудаев был инициатором и разработчиком применения так называемых ковровых бомбежек. Для чеченца получить генерала и возглавить дивизию стратегической авиации – это уже выходящая за все привычные рамки карьера. Он был на службе. В конце концов, его дивизия должна была забросать атомными бомбами и ракетами с ядерными боеголовками Европу. Второй момент, который важно учитывать, между 80-ми и 90-ми рушилось все. Какие-то вещи, которые еще год казались нереальными, и об этом даже говорить было нельзя смело, они, собственно, уже вовсю обсуждались. Мы рассматриваем существующий Союз СССР как империю. По швам к 91-му трещит не только Советская империя, но и иные из ее республик. О суверенитете говорят уже входящие в них автономии. Раз можно литовцам, почему чеченцам нельзя? В Москве назревает свое двоевластие. При союзном главе Горбачеве о независимости объявляет Россия. Если вы сейчас хотите похоронить партию, расколоть партию, тогда давайте. В лице Верховного Совета во главе с Ельциным. Как глава высшей законодательной власти республики, заявляя о своем выходе из КПСС, но тоже двоевластие и в Чечено-Ингушской АССР, как тогда она называется. Глава местного рескома Току Завгаев еще лоялен союзному центру. Рассуждение по вопросам автономии, которое идет в наших Чечено-Ингушских кругах, это недопустимо. А рядом появляется вторая сила – Общенациональный конгресс чеченского народа. Он, по примеру Ельцинской России, тоже объявляет независимость. Чеченская республика есть суверенное государство чеченского народа. Уважаемые товарищи, дорогие наши гости. Его пригласил Залимхан Эндарбиев, который был поэт, большой романтик. И, конечно, он сам горел идеей свободы. Я жалею сердца, не созревшие так, чтобы завидовать доле джихада. Если нет у родителей, жаль бедолаг, для джихада подросшего чада. И дикий тех ущели племена, их бог свобода, их закон война. Когда он был генералом, взял 3 дня отпуска. И когда его выбрали председателем исполнительного комитета этого конгресса, он был удивлен. Намечаются новые пути развития нашего общества. А самое главное, что мы здесь достигаем, это единство народа. Но для того, чтобы работать, ему надо было оставить армию. Он всю ночь ходил и думал, и подал в отставку.
это не уволили генерала Дудаева из армии, и он опальный стал лидером движения, а это было, вероятно, намерение товарищей из ЦК КПСС. На пике противостояния между союзными, советскими еще властями и начинающимися российскими, Борис Николаевич Ельцин! на пике противостояния между Горбачевым и Ельциным, раскачивание, расшатывание, забивание разных клиньев и вставление разных палок в федеральную структуру России – это то, чем они портили жизнь Ельцину и его начинающемуся правительству. Надеюсь, что ситуация останется подконтрольной? Конечно. Ну, то, что можно назвать управляемой дестабилизацией, мы поддерживаем движение в автономных республиках. Мы даже способствуем повышению статуса этих автономий. Я помню, что Горбачев издал указ о том, что приравнять автономные республики к союзным. Принята декларация о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики. И таким образом, это очень хитрая вещь, они как бы становились против Москвы. Председатель Верховного Совета Лукьянов, да, который был вторым человеком после Горбачева, он как бы натравливал автономии, натравливал Татарстан, натравливал Башкирскую АСР, натравливал Республики Северного Кавказа на Ельцина. Имплементация закона об особом статусе Донбасса, Луганска и Донецка. Вот сейчас мы сражаемся с Россией, и у вас есть какой-то большой голос, вы как такие важные. А вот на вашем месте будет сидеть таких 30. И они все будут типа равны. Только в рамках единого, могучего, федеративного, на новых началах обновленного Советского Союза. И фраза Ельцина знаменитая. Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. Она, конечно, была частью этого разговора, когда Ельцину важно было показать, что он этого не боится, что он с этим совсем справится. Мы с вами, Борис Николаевич. Что? Мы с вами, говорим, с Россией говорим. Спасибо вам большое, и я тоже с вами. Именно опираясь на поддержку лидеров Татарстана, Башкортостана, Ельцину удалось в итоге победить в борьбе за власть с Михаилом Горбачевым. Ельцин говорил, берите столько суверенитета, сколько проглотите. Но мы взяли его по полной. Граждане Российской Федерации. Клянусь при осуществлении полномочий президента защищать ее суверенитет. Нередко можно слышать о том, что Дудаев и Ельцин были парадоксальным образом и в историческом плане, и в психологическом похожи. Я думаю, да. И уж точно, вплоть до победы над путчем ГКЧП в 91-м, Дудаев и Ельцин, параллельно шедшие к власти, каждый в своей вотчине. Друг другу точно не враги. Враг у них общий. Имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. Деструктивные силы из темных кабинетов, которые тут же выползли, ощетинились и лихорадочно заработали оплотом противостояния демократическим преобразованиям. Они еще надеялись, что там Джохар Дудаев, их человек. Дудаев был свой собственный человек. И пока это сообразили... Он сделал заявление, что всю власть в республике берет на себя. Обвинил Россию в колониальной политике. Вооруженные боевики заняли правительственные здания, Грозненский телецентр. Штурмом взяли помещение, где шло заседание Верховного Совета Чечено-Ингушетии. 40 депутатов были жестоко избиты. Глава Горсовета был выброшен из окна и погиб.
Вот эта ложь, на самом деле он сам выпрыгнул из окна. Ситуация была такая нервно напряженная, и как-то он споткнулся и упал. Ну, в общем, силовой захват власти, это для Ельцина значило одно. Какая-то часть России выходит из-под его контроля. Он только-только взял под контроль, да, всю Российскую Федерацию. Разрешите подписать указ о приостановлении деятельности Российской Компартии. И в этот момент где-то там, в далекой провинции, непокорная республика уходит из-под его контроля. Как это так? Лучше умереть, чем быть на свободе. Ни одна территория не имеет права на выход из России. Во многих районах страны продолжается борьба за демократию, которая иногда принимает угрожающие формы. Из Грозного сообщаю, что Национальная гвардия Чечен и Ингушетии переведена на казарменное положение. Митингующие добиваются немедленных демократических преобразований. По местным данным, за первого президента проголосовало 90% населения Чечни. К концу 1991 года Дудаев полностью берет под контроль Чечню. Желаю, товарищ министр обороны. Идет, слышите? И присягу принял. Автоматные очереди вот уже 3-й час. Мирные, салютующие. Объявлено об отсоединении не только от России, но и от Ингушетии. Разогнан прежний парламент, в котором еще были промосковские силы. У нас полная гармония уже давно. Каких-то чиновников, царей, князей. Этого не было в чеченской истории, вплоть до завоевания Чечни российской армией. Ни один чеченец не был зависим от кого-либо. Он был совершенно свободным человеком. Я себе хозяин, но этот хозяин, он всегда должен быть на связи со своими членами тейпа, клана, рода. Именно из-за этого возникали позднее, в советское время и постсоветское время, проблемы, когда, в общем-то, нужно было признавать государственную власть, когда нужно было признать президента. Это делалось с трудом. И тот авторитет и уважение, который имел Дудаев, этому способствовало. Каждый чеченец герой и каждый чеченец генерал. Я миллион первый. Терпение новых властей в далекой Москве уже осенью 91-го на исходе. 7 ноября 1991-го президент принял указ о введении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской республике. Но пока в Москве прогнозировали, какое смятение он вызовет в окружении Дудаева, его боевики заблокировали военные городки и захватили оставшиеся административные здания, в том числе прокуратуру и КГБ. Только представьте, ноябрь 91 года. СССР рушится на глазах, но еще существует. Союзные МВД и Минобороны еще подчиняются Горбачеву. Россия в лице вице-президента Рудского посылает на усмирение Чечни кого может. Батальон спецназа внутренних войск. Тревога. Я был поднят как командир воинской части. Со мной 200 человек. И мне сказали, как только прибудете, вас встретит командир воинской части, ну и милиции там. Я, Овчинников Вячеслав Викторович, получил боевое задание войсковой группировкой внутренних войск на выполнение боевой задачи на территории Чеченской Республики. Прилетели мы в аэропорт Ханкала, сказали, что никаких указов введение режима чрезвычайного положения они знать не знают и, естественно, ничего не смогут дать. Потому что Верховный Совет блокирует президентский указ о введении чрезвычайного положения. Что достаточно накалено, напряжено. Я остался один. А народ-то узнал о том, что самолеты прилетели, солдаты прибыли. Я приказал занять круговую оборону.
Если Ельцин это делает, если он это хочет с нами, мы вполне отвечаем за свой рост, за землю, за наших братьев. Будем сражаться до конца, до единой капли крови. К их самолетам подгоняют топливозаправщики и говорят, либо вы соглашаетесь поехать в автобусах отсюда в Моздок, либо горите в аду. Умереть так, всем умереть. Жить так, всем жить. Вот тут прислали гонца, который сказал, что президент требует, чтобы прибыл старший войскового наряда вот этого. Мы знали передвижение войск, отслеживали, знали, что будет такая провокация. Сзади меня два охранника его воткнули мне под ребра вот сюда автоматы. Он, значит, так, вы все находитесь на территории Чеченской Республики. Здесь управлять и командую только я. Оружие сдать. У меня времени нет. Этим ребятам. Так, его в Зиндан. Вот он сидит, у него сзади ковер. На этом ковре волк. На Луну воет. И он мне: ты будешь первым. Наш волк чеченский вам всем глотку перешивет. Ну, тут я уже, как говорится, вижу, что терять-то уже больше нечего. Говорю, мне кажется, вашему чеченскому волку хребет перешибет тамбовский волк. Он так мне: а при чем здесь тамбовский волк? Я говорю, ну, при том. Он на меня так смотрит и улыбаться начал. Я говорю, да, вы же заканчивали Тамбовское авиационное училище. Он так сидел, смотрел. Так, ладно, нечего тут. Отправьте ее назад. Мы рады, что отсюда уезжаем. Это, во-первых. И мы рады, что люди пусть решают вопросы сами. Мы рады, что не пролилась кровь в первую очередь. Это самое главное, мы считаем, наша заслуга, то, что мы сдержали себя, и то, что они себя сдержали. Их выдворяют позорно на автобусах из Чечни в Моздок. Конечно, стыдно было. А с другой стороны, мы ничего не могли сделать. Улюлюкали, стреляли. Но они этим обозначали, что они победили. Ошибка и бездействие со стороны центра поставил нас в дурацкое положение, а те на это похлопали, радовались, что, оказывается, можно. До свидания, до встречи. Может быть. Ну, Дудаев красавчик. Он сделал это дерзко. Это было очень по-чеченски. Другое дело, что нужно не только делать красивые поступки, но нужно управлять республикой в условиях кризиса. Много чего нужно уметь, чего генералы не всегда умеют. Я и общество убеждены в том, что только самостоятельный народ способен к созиданию. И чтобы не дать эту самостоятельность, над этим трудится Россия, российский парламент, все структуры государственной власти этой огромной империи. К 92-му огромной империи нет, а после провала той первой попытки отправить в Грозные войска вчерашней метрополии пока не до него. Вроде бы подходящее время заняться тем созиданием, о котором глава республики рассуждает. С одной стороны, да, город нормальный, зеленые проспекты, машины ездят. Для меня, для молодого чеченца, ощущение, что я теперь живу все-таки в свободной, независимой Чечне. На рынках автоматами торгуют, пистолетами. В том же Грозном без проблем можно встретить было массу мерседесов с московскими номерами. Машина уехала в Чечню. Все, ее больше нет. Персонал поездов, которые пересекают 28 чеченских километров железной дороги, заранее готовится к тому, что этот отрезок пути регулярно посещают деловитые мужчины с автоматами. Если ты хочешь заработать внутри Чечни нормальные деньги, ты должен вкрутить кран в трубу и воровать нефть. Либерализация и перестройка зашли здесь так глубоко, что Чечню можно считать единственной в бывшем СССР абсолютно свободной экономической зоной. Захар, первый кабинет министров, который назначил, потом посмотрел, как они работают. Они только воровали, и он снял
Потом второй кабинет был точно таким же. И это и был, собственно, основной контекст, в котором тогда возникало вообще слово «Чечня». Хотя сильно ли лучше в ту пору дела обстоят в прочей России? 92-й год, но это просто там, значит, инфляция, люди выживают, ну какая-то где-то Чечня. С осени 91-го, когда в Чечне был избран президентом Джохар Дудаев, отношения России с этой республикой строились странным образом. Стороны как будто не замечали друг друга. Больше того, обе стороны такой статус-кво долгое время устраивает. Ноу-хау чеченской экономики от рэкета и контрабанды до серого транзита нефти и наркотиков в начале 90-х потоком идут в большую Россию. Партнерство в некотором смысле взаимовыгодное. Дудаевская Чечня как дыра на карте страны, в ней кому-то наверху, как будто бы очень кстати. Говоря языком современным, это идеальный офшор. Уважаемому президенту Чеченской Республики Джохару Дудаеву привезли тоже подарок. Там пейзаж «Русская зима». Мы бы очень хотели, чтобы это был только лишь пейзаж в смысле погоды. Чечня была зоной интересов разных спецслужб. Если говорить о том же ГРУ, то есть такой человек Виктор Бут, ныне российский политик, а когда-то оружейный барон. Так вот, операционными базами Виктора Бута в начале 90-х были аэродромы Грозный Северный и Калиновская в Чечне. Слушайте, мы это не контролируем. Была придумана хитроумная финансовая схема с участием нескольких банков, которая была таким насосом для откачивания криминальных денег, такой большой стиральной машиной. Чеченские, так сказать, деловые люди, они захватили контору Госбанка СССР, Центрального банка России на территории Чечни и выпускали документы, которые фактически имитировали от имени Центрального банка российские рубли. И, собственно, весь смысл этих чеченских авизовок заключался в том, что, все, оно уже в Чечне. Мой любимый вопрос в интервью был, а что если ввести визовый режим для чеченцев и, собственно, государственную границу? Даже в Чечне мне приходилось слышать от местных людей, что если Россия так поступит, мы там завтра присоединимся обратно. А сам Борис Николаевич рассматривал вариант отпустить Чечню? Но ни он, ни вся политическая элита не рассматривала возможности предоставления Чечне полной независимости, потому что, да, можно было бы сказать, ребята, катитесь куда угодно, но выход одной из республик из состава России мог как домино привести к выходу разных... и кроме того, реально республики в тот момент, чувствуя вот эту слабость Москвы, Татарстан, Свердловская область, которая недавно объявила о создании Уральской республики, Дальневосточная республика, там Башкирская республика, пытались печатать собственные деньги, пытались создавать собственные законы. Анализ политической ситуации, складывающейся вокруг самопровозглашенной, как ее называют иногда в средствах массовой информации, Уральской республики. Эту символику, чтобы я татарин, мусульманин, таскал у себя в кармане паспорт с крестами. Я не хочу. Вы взяли на себя ту ответственность, никому которого еще не приходилось испытать в истории нашей республики. Это был мощнейший кризис 92 года. Это прекрасный был ход развития государства в целом. Конституция 93 года, прекрасная конституция федеративного государства. Но это было остановлено идеологией вот этой имперской. Я Константин Буровой, мне 48 лет, я сторонник неимперского развития России. России было проще управлять как унитарным государством. И Ельцину тоже. Это все. Секретарь Свердловского обкома. Вот мы говорим о том, что мы сохранили единство и территориальную целостность страны. Мы должны быть благодарны тем простым ребятам, нашим военнослужащим, которые в очень сложных условиях тогда проводили
необходимые военные мероприятия на Северном Кавказе. В репортаже с Первой Чеченской под названием «Ад» Александра Невзорова, в то время рьяного государственника, один из воюющих офицеров говорит: За Россию, то, что мы здесь, это наша земля, Россия, а таким Чечню распадется Россия. С точки зрения либерала он прав? Разговор о том, что отдадим Чечню, распадется Россия, мягко говоря, не имеет отношения к реальности. С точки зрения даже отвлеченного разума нельзя сказать, что этот боец опасался каких-то фантомов, потому что сецессия Чечни в 1996 году имела продолжение в виде попыток организовать такую же сецессию Дагестана. Утверждение, не имеющее никакого отношения к реальности, вот малейшего. 1996 год. Чечня обретает независимость. Плохо ей воспользовалась, не умела. А на территории Чечни беспредел полевых командиров. И рядом находится Дагестан. От того, что произошло бы там, если бы Россия уступила, потемнело бы в глазах даже у ветеранов Чечни. Это хаос. Да нет же, конечно. Наоборот, когда происходит вторжение Басаева в Дагестан, кто первый поднялся против? Народное ополчение Дагестана. И утверждение, что вслед за Чечней отпал бы Дагестан или любой другой регион, не имеет отношения к реальности. Я не понимаю такого суверенитета, когда мы как козу доим российские или союзные министерства, ведомства. Вот. Главной проблемой тогдашней Чечни была огромная скрытая безработица. В 1957 году чеченцев вернули, разрешили им вернуться. Выяснилось, что рабочие места в промышленности заняты. И сформировался вот такой имидж чеченец, который каждой весной уезжает на заработки за 1000 километров от своей исторической родины. И их называли презрительно шабашниками. Попробуйте отремонтировать квартиру. Обязательно на шабашника найти. В итоге там, где начинаются события, связанные с развалом Советского Союза, разрушаются все экономические связи, в итоге они и там не могут найти себе работу. И десятки тысяч работящих чеченских мужиков в 1991 году остались в Чечне. У Общенационального конгресса чеченского народа, небольшой вроде бы организации, внезапно появилась армия. Армию из вчерашних шабашников пополнили еще вчера советские танки и БМП, зенитно-ракетные комплексы и системы залпового огня. Вскоре это оружие и будет бить по федеральным войскам. На территории России не может быть ни законных прорываний и незаконной техники. Но откуда она попала к сепаратистам? Можно сказать, что от Москвы это было то, что было оставлено убегающими оттуда военными. Дудаев забрал склады оружия, которые были в Чечне. И мы не скрываем, и не можем скрывать. Единственную защиту мы находим в приобретении оружия. А как это можно склады забрать? Очень просто. Вооруженные отряды окружали в том числе дома, где жили офицеры с семьями. Грубо говоря, брали заложников. И говорили, Дудаев говорил Грачеву: не отдашь, будешь виноват. Джохар, пойми, ты у меня техники вывел много. Нет, отвечает. Вся, что в Чечне, наша. Я ему тогда: давай-ка этот склад, он большой для тебя? Нет, мое. Я ему: мы с тобой вместе воевали, служили. Как я приеду с пустыми руками? Давай нам 70%, вам 30%. А там будете вы зависимыми, независимыми, меня не волнует. Он думал. Ладно, сказал. Давай 50/50. Такое ощущение, что и рассказы о том, что все оружие было разграблено, и о том, что поделили пополам напополам, это неплохая военная маскировка. Значит, вот это слово, которое начинается на букву «Б» и кончается на «ство», оно не в 95-м началось. Уважаемый президент Российской Федерации, Верховный
Как все скатилось к силовому сценарию? В федеральном российском правительстве было достаточно разных сил, которые считали, что надо что-то такое один раз устроить. Надо через это пройти. Что необходимо преподать урок. Урок преподать не Чеченской Республике. Она рассматривалась как слабое звено вот в этом. А, чтобы другим неповадно было. Вот. Тогда считалось, что идеологом этой войны был Шахрай. Для меня Дудаев уже не интересен. Он обречен. Он собрал вокруг себя довольно интересный аппарат таких разного рода политических технологов. Я просто присутствовал при каких-то разговорах, они не очень стеснялись, надо сказать. Когда обсуждалось а что будет этой модельной, где будет эта модельная ситуация? Обсуждали самые разные варианты, в том числе, например, Калининград. Он же никуда не отделялся вроде. Так его можно и отделить, как-то организовать. Войска введем, выведем, передвинем. Хочешь, давай Чечню как-то почешем, а хочешь, давай Калининградскую область пощекочем. Это чушь собачья. Что касается Чечни, то, к сожалению, ситуация обострялась. И если бы она обострялась только политически, условно говоря, дополнительные себе права взяли и просто объявили о том, что они независимые, может, это все так бы нормально проскочило, но просто там параллельно проходили тяжелые для России проблемы. Проблема с русскоязычным населением. От 30 до 40%, в Грозном, наверное, еще больше, не чеченского населения были выдавлены из Чечни. Притом выдавлены агрессивно, жестко. Людей просто выкидывали из собственных квартир. Изгонять из квартир я не подпишусь под этим. Русские продавали, не только русские, разные люди продавали квартиры, уезжали. Другое видимо, дело, понимая, что им больше здесь не место. Геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию. Второе, теракты, которые на границе с Чечней и Россией, 2-3 месяца не проходило, чтобы очередной теракт не завершался с жертвами. Это даже не теракт, это постоянный бандитизм. Вот я тебя спрашиваю, у тебя одна граната с выдернутой чекой. На это все уже невозможно было не реагировать. Чеченская мафия, чеченский рекет, беды всех советских людей и всего мира. Дело было в конечном счете не в Северном Кавказе. Ведь до конца 1994 года чеченский анклав устраивал всех. Президент Ельцин, его правительство стали сталкиваться с большими проблемами. Стала поднимать голову коммунистическая и националистическая оппозиция. Очень быстро политтехнологи предложили решение. Нужно перехватить электорат. А что нужно сделать, чтобы перехватить электорат? Глобально-то нужно завести старые песни о главном. Товарищи, чтобы все были счастливы. Военные парады с 95 года, 9 мая каждый год. Но еще лучше действует на упавший рейтинг. Выиграть маленькую войну победоносную, да? Война как политтехнологическое мероприятие. Дорогие друзья, Крым и Севастополь возвращаются... Да нет, это абсолютно чушь. Она была выдумана уже спустя десятилетия. Там до выборов еще дожить надо было. До выборов еще непонятно вообще, что со страной станет. Развалится она к 96-му году или не развалится. Посмотрите хронику новостей 94-95 года. Все, что говорится в этой хронике, все, что говорится в газетах, власть, ты собираешься что-то делать с тем, что у тебя на границе появился регион, который просто превратился в Талибан. Мы, России, можем быть настолько полезны, что она и сама не подозревает. Полезны. Мы очень хорошие друзья, хотя очень отвратительно хищные враги. А Джохар Дудаев, на вашей памяти, изъявлял желание договариваться с Москвой? Он не просто изъявлял желание, он
во-первых, написал вначале письмо премьер-министру Черномырдину. Потом 4 письма Ельцину написал. Мы будем искать пути консолидации своих сил, естественно, с Россией. Ельцин объявлял много раз, что он готов переговариваться с Дудаевым. Он говорил, что он готов разделить воздушное пространство с Россией. И дороги, и экономику. Примерно 11 полномочий, которые ему сегодня не нужны. А потом Ельцину передавали эти 11 пунктов, это через Борового. Это ошибка, которую он совершил, и которую мы с ним очень много раз обсуждали. Он в качестве переговорщика выбрал Владимира Вольфовича. Это просто КГБ. Да, давайте договариваться обо всем остальном. Что даже чеченцы готовы служить российской армии. Но точка, которую мы ни при каких обстоятельствах не будем принимать, это независимость Чечни. И самое главное, да, чтобы Чеченская республика оставалась независимой. Мы предлагали, по примеру, Татарстана. Президент Татарстана никогда не заявлял о полной независимости. Чтобы те льготы, которые существовали у Татарстана и Башкортостана, чтобы такие же льготы дали и Чечне. Вот это было единственное условие. Но российское руководство только начинает и потом тут же обрывает. Тогда управлял всем Коржаков. Вот сомнения в Коржакове. Ельцин даже слушать не хотел об этом. Он не верил ему. Он прекрасно понимал, что Дудаев был в зависимости от своего окружения. С кем вести переговоры? С человеком, пришедшим к власти с помощью вооруженного переворота, разграбившим военные склады. Так, до переговоров, прямых переговоров между Дудаевым и Ельциным они не случились, эти переговоры. Хотя сигналы о готовности к ним даже все предвоенные месяцы из Чечни продолжают поступать в Москву. Впрочем, куда в Москву? К середине 90-х не только в Совбезе, но и в целом в окружении Ельцина вовсю идет, как сказали бы сегодня, спор разных башен Кремля. Лишь через несколько лет одна из них, все мы знаем какая, окончательно возьмет верх. Была сегодняшними терминами либерально-демократическая часть. Сатаров, Батурин. Батурин был, собственно, помощник по национальной безопасности. Вот, и были силовики во главе с Коржаковым. Начальник службы безопасности президента из 9-го управления КГБ, отвечавший за безопасность высших должностных лиц советского государства. Почему разногласия? Если было бы разногласие, я бы его выгнал, понимаешь, с работы немедля. Мы увидели эпизод, когда впервые Коржаков сел за стол совещаний в Кремле вместе с другими силовиками. Это вот было как раз накануне начала военной операции в Чечне. У нас почему-то решили обозвать партии войны Коржакова, Барсукова, Сосковца. Команда силовиков, которая фактически вышла из-под гражданского контроля. Эти трое – главные противники войны. Я специально соединялся четырежды с помощником Дудаева Салмановым. Прямым текстом был написан, что Дудаев тоже не хочет войны. У меня нет убеждения в том, что Коржаков считал, что надо ввести войска. В партию войны входили супруга президента, чисто с дочкой даже. Она очень близка была с Филатовым. По ее просьбе его сделали главой администрации президента. В руки администрации попала запись казни людей, боевиками, как их называли и Илюшин, и Филатов. Вот, подсовывали все время на ине кассеты с нехорошими записями. Естественно, когда Таня особенно старалась Ельцину показать эти кассеты, то тот злился. И когда мы, партия мира, которые пытались его говорить, что это ерунда, все это он нет, и все. Саша, Коржаков дурной. У либералов, у них вообще никогда не было
право голоса по отношению к Чечне. И если у кого-то оно и было, то как раз это у Батурина. Но очень знаковым было то, что в последние буквально 10 дней перед вторжением в Чечню Батурина убрали из Москвы. И Ельцин перестал с ним встречаться. Потому что до этого он поручил Батурину готовить мирный план. Там шла очень напряженная работа. И решающий момент с точки зрения перехода ситуации под полный контроль силовиков, это был начало декабря 1994 года, когда Батурина убрали. И как-то была другая атмосфера. Два года с лишним терпели. 2 года ждали все-таки, чтобы благоразумие как-то восторжествует. И потом вдруг тра-та-та, поехали. Поскольку это Чеченская Республика Российской Федерации, и никто об этом не должен забывать. Возможно, эти объяснения и были долгими, но без них не понять, как дело докатилось до большой войны, до отправки в Чечню их там нетов. Сейчас в данный момент мы военнопленные. До ввода войск. Конечно, не будет войны. Зачем война? До того самого заседания Совбеза. И, наконец, до первой кульминации новогоднего штурма Грозного. Грозный мы штурмовать не будем. Вот в середине января начнем выдавливать их из города. Нас расстреливали. Вот, гранатомет его снял бы. Из-за угла. Над Ленинским районом, шестому помощи вообще никакой нет. Ну о чем вы там думаете, а? Ну что, говорит, выпьем? Я говорю, ну выпьем, конечно, Павел Сергеевич. Говорит, но у нас там катастрофа. Ну давай же там думайте, блядь. Я не могу бросить раненых, нам. Техника уже почти вся сожжена. То, что сейчас принято называть мясными штурмами, это был такой классический мясной штурм. Психически нормально, спокойно на это смотреть не может. У меня есть приказы, я его выполню в любом случае. Вы видели, когда собаки ели российский труп, рвали их? Ну, взрослые плакали. Такие колоссальные разрушения, что я не мог ориентироваться, в какую сторону идти. Срочная помощь! Ну где нам хоть кто-то? Как нам их эвакуировать? Как эвакуировать их? На утро, и города нету. Это дорогая цена. Это был ад. Кто это? Он говорит, это вот, которые вернулись с Грозного, а вы, говорит, как раз вместо них пойдете. Даже на фоне войны в Украине в истории современной российской армии вряд ли есть страницы мрачней операции в Грозном в январе 95-го. Сражение группировки федеральных войск и нескольких тысяч еще вчера большей частью гражданских людей в тактическом плане обернется провалом Москвы, а в человеческом – десятками тысяч погибших, прежде всего мирных жителей Грозного, которых вроде бы освобождают. Сам он превратится в Сталинград времен Второй мировой. Но если на эту трагедию попытаться взглянуть логически, как она стала возможна? Отель Новый год справляет. Маневр был на внезапность, как-никак праздник. Противник мог предположить, что в тот вечер никаких боевых действий не будет. Тем более накануне и я изобразил маневр. К нам прилетел самолет Минобороны. Я в него сел. Сели другие руководители. Стали выруливать на взлетку. А дальше, не останавливаясь, командир корабля нам открыл нижний люк. Мы из него выскочили и скрытно вернулись. У подчиненных Грачева последние приготовления к новогодней операции в вагонах спецпоезда у военной базы в Осетинском Моздоке. Их планом предусмотрен одновременный вход в Грозный 4 группировок – восточный, северо-восточный, западный, северный и пробивание бронетехникой сквозных коридоров, прорезающих город. Вот как, напомним, о такой тактике месяцем ранее отзывался сам Грачев. Только безграмотные командиры могут воевать танковые воры.
Теперь по плану стремительная операция. В финале окружение танками президентского дворца. То там штаб, там сосредоточение руководства противника. Ну, что его там взять? Пострелять, ну и он падет. Вот это уж, извините, я скажу, драться до последнего сейчас. По информации российских военных, дудаевские боевые подразделения сегодня насчитывают более 12 тысяч человек. В журнале записи, который у нас был в президентском дворце, на позиции в городе Грозном стояло 350 человек. Всего лишь. Басаевские подразделения тогда насчитывало меньше 100 человек. И здесь сражаются тоже вместе с нами. У Гилаева того меньше. И 150 примерно я от себя туда добавляю партизан, которые заходили и приходили. Ты почему автомат взял в руки? Потому что этих козлов наказать. Кого? Русских. Вроде все и без нас предрешено очередным заседанием Совбеза. Хочешь, не хочешь, идти в город придется. Но вот в узком кругу генералов на вопрос Грачева к одному из присутствующих: когда Грозный брать будем? Генерал Н. рапортует: вы мне, Павел Сергеевич, ставили задачу на 3 января, но брать будем 31-го. В голосе слышен здоровый подхалимаш. Это нормально, за это погоны не снимут. Существует версия, которая, среди прочего, упоминает и Трошев, что спешка такая была из-за Павла Грачева, у которого 1 января был день рождения. Я бы все-таки считал, что это никакой не Грачев. Самая главная, конечно, задача – это не растягивать этот процесс, а заканчивать первый этап. Ельцин в этот момент не воюет. Дирижерами военной части в этот момент, конечно же, становятся военные. Воюют Куликов и Грачев. Мы с 31 декабря входили уже в Грозный на самосвале КамАЗ. У меня был пистолет «Наган», там 6-зарядный, у кого-то там просто топор, а у кого-то там противотанковая граната. Вот. И нужен был те, у кого есть, так скажем, что-то калибром посильнее. Мы подошли, ребята, вот мы вышли, мы готовы вам помочь. Внимание, 11-10 прием. Части входят в город походными колоннами, не проведя какие-то тренировки, не имея карт. Колонны, которые вошли из пригорода Грозного, не понимали, куда ехать, где находится та точка финальная, куда они должны были прибыть. В рядах бойцов, однако, на удивление спокойно. По дороге в центр Грозного никакого сопротивления. Лишь в радиообмен вдруг вклиниваются чьи-то голоса. Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, не делайте это, не надо. Скажи своему командованию. Это у меня историк висел, который кодировал связь. Бесполезная совершенно штука, скажем, у боевиков. К тому времени оборудование было иностранное. И мы знали их позывные, кто там командует, кто кем командует. Пока не поздно, что остались у вас люди, давай отведите из города, уходите, Алик. Давай лучше потом в гости ко мне приедешь. Ну, я не такой большой начальник, чтобы давать такие команды. Утром 31 декабря на пути группировки «Восток» в центр города обнаружен туннель, риск засады. Генерал Стаськов решает свернуть на объездную дорогу вокруг Грозного, но на ней уже ждут. Они знали город. Каждый знал свой маневр. Каждый был, что называется, боевая единица в себе. Мы шли просто на шум боя. Вот мы слышим, идет бой, значит, мы там нужны, мы туда идем. Есть, уходим. Первый танк идет по мосту, а по нему палят с 7 с 8 направлений. Колонна сразу потеряла 2 БТР, танк и командно-штабную машину. В связи сплошной бардак. Никто большей частью не представляет, кто с кем говорит. Сейчас будет работать в ваших интересах авиация, прием.
Еще не въехав в Грозный, 5 первых экипажей БМП в восточной группировке погибнут от российских же авиаударов. Западная, под командованием Петрука, к началу штурма отчасти вообще в 100 километрах от цели едет из Владикавказа. Полностью до центра города доберутся лишь 2 группировки – север генерала Пуликовского и северо-восток Рохлина. Только Лев Рохлин, как я помню, укрепился где-то к северу от Грозного. Расставляя блокпосты на каждом перекрестке и обеспечивая контроль занятой части города. И у него таких потерь не было. А наших соседей, группировку «Север», уже гнало вперед начальство, сидевшее в далеком Моздоке. И они запрудили центр Грозного бронетехникой. Ей было не развернуться на узких улицах. Так, я 104-й, иду с севера. Потому что генерал Пуликовский Константин Борисович, вверенной ему части, 81-й Самарский полк и 131-ю Майкопскую бригаду, бросил в город так, как предполагалось, походными колоннами. Бросил войска на штурм. Отводи ребят, не надо. Пожалей их матерей, пожалей их самих. Отводи ребят, Алик. И вот они зашли, был туман, их не перекрыли, невозможно было ни с воздуха прикрыть, ничем. Там уйди, возьми тех, кто тебя слушается. Отводи войска. Куда ты, сука, стреляешь? На фоне приближения колонн к центру Грозного и стягивающегося вокруг них кольца боевиков, мирное население города оказывается буквально в заложниках. Грозный подвергается бомбардировкам, и масса людей хочет выехать. Пусть будет проклятый тот, кто начал здесь, в Чечне, войну. Мирные жители-чеченцы выезжают в основном в села, где у них есть знакомые. Меня Мосот, это наш зять, перевез в деревню к своим родственникам. Это было Орехово. Мы находимся в станице Слепцовская. Это в Ингушетии, да, это недалеко от границы с Чечней. А основная масса русскоязычного населения, а им куда? У них нету этих родственников близко. Мне 80 лет. Всю жизнь я прожила здесь. Родители мои здесь всю жизнь прожили. И родители здесь жили. Значит, им ближайший регион опять Ингушетия. Аушев организовал этот вывоз. Сейчас для нас, для всех, вот, особенно для Ингушетии, в первую очередь, это остановить кровопролитие, отвести... Но мы столкнулись на площади перед президентским дворцом с какой-то удивившей нас картиной. Стоят эти самые автобусы, из них выходят мирные жители, которых, по всей видимости, должны были в очередной раз везти. И все это окружено вооруженными боевиками. Все, выходите, выезд запрещен. И мы пошли к Яндарбееву спрашивать, это что? Мы надеемся, что этот путь еще остается, но пока реальным является война. Яндарбиев нам сказал, мы должны знать, кого вывозят, что вывозят, как. Вот вы, российские депутаты, приносите списки нам, и будем так дальше работать. Мы составили этот список и пришли с этим списком к Яндарбиеву. И ровно, когда мы там были, в президентском дворце, в подвале, начался штурм. 10-й, я 11-й, прием. Они ввели в городские кварталы танки Майкопской дивизии и думали, что сейчас все там обделаются и сдадутся. Они становятся около вокзала. Я 10-й, нахожусь в вокзале. Командующий чеченскими подразделениями Аслан Масхадов с трудом верит донесениям своих бойцов. Между двумя кольцами обороны боевиков безо всякого прикрытия стоят российские танки. Как будто их задача войти, встать, и все. А дальше начался их расстрел. Из танков, из гранатометов. Наши гранатометчики били по бронетехнике. И вот эти пацаны там из Майкопской бригады, особо не ориентируясь, где они находятся, Быстрее надо, быстрее. выскакивали из горящих машин. И у нас шел стрелковый бой. Я находится подмога. Даже потом, если туда наносились удары ответные,
то там этих боевиков уже не было. Резать будем Ельцина, суку. Тактика была простая. Убить как можно больше людей, и они это делали. Новогоднюю ночь Грозный встречал фейерверком из горящих российских танков. 36-й, не стреляй! Это свои! Это камин! Да, там порядка 60 человек раненых, даже больше, прием! Где эти коробочки вышли? Сколько они будут идти? На окружение Бориса Николаевича какой эффект производили кадры из новогоднего Грозного? Тяжелое, конечно. Но это же был момент, когда это стало частью моей работы. А когда это становится частью работы, это подавляет чисто эмоциональные реакции. Одновременно новогодний огонек, какие-то звезды и звездочки российской эстрады говорят, мы не позволим испортить нам праздник. Я расслабиться хочу, на одной ноге скачу, если кто-то остановит, огорчу. Мы держали рядом, нет где-то подразделения. Прости, что ты сказал? Я не слышу. Кто родители Снегурочки? Миномет не надо, у нас уже 3 тяжело раненых. Мы очень переживали, когда ничего не приготовили, у нас были только яблоки. И вдруг раз, где-то часов до ночи приехал Джихар. К вам в деревню он прорвался из Грозного. Да, мы с ним поделились яблоками, были очень рады, и он тут же уехал. То есть федералы пытаются вести штурм, а у города при этом дырявые границы, можно въезжать, выезжать. Но границу города не было. Юг города является тылом боевиков, и они могут беспрепятственно покидать, а также попадать в Грозный. Мне было непонятно, как можно штурмовать город, и при этом автобусы с ранеными уезжали в горы, а туда приезжали пополнения военизированные, также туда поставлялись боеприпасы. Туда высадили десант в районе села Алхазурово. Но их обнаружил один из охотников. Он туда зазвал односельчан, и они из двухстволок разоружили весь этот отряд. Этот десант попал в плен. По изначальному плану, вслед за взятием Грозного армией, контроль над городом должны были держать внутренние войска. И вот их тоже перебрасывают к его окраинам. Сделали флаги мы там, ракетницы начали пускать, чтобы они видели, что здесь нас застава. Они, не разобравшись нихера, подумали, что мы чеченцы. Ночь была. Начали стрелять по нам. Я полз к этой колонне, самая такая обледеневшая территория. Пули свистят там. Когда у них патроны, что ли, кончились, мы их окружили, дверку открываешь, падает, думаешь, что такое? Пьяные. Ехали все пьяные в дупель. По телевизору это же бред. Это же... Я в округ сообщил, сажать надо. Да ж Новый год, ну что ты, как это самое? Я так жертвы. Ну что, сколько уже потеряли-то? Когда смогли выйти на улицу, хотя там стрельба продолжалась, мы просто увидели, что город, который вчера был еще хотя бы более или менее цел... Вы вышли на улицу на утро? На утро, и города нету. Это дорогая цена. Но мы не в состоянии оценить последствия отсутствия ельцинского решения развязать эту далеко не славную и далеко не большую войну, но можем предполагать, что она могла воспрепятствовать расширению этого сепаратизма. Уважаемые граждане России, положение отчаянное. Положение отчаянное вовсе не в Грозном. Положение отчаянное в России. Перед вами выбор.
Хотите вы вернуться к репрессиям и полицейскому государству, или вы хотите сохранить те шаткие завоевания, которые были сделаны за последнее время? Застряв посреди новогоднего штурма в подвале дворца Дудаева, депутат Ковалев пытается остановить бойню, обращаясь и к россиянам вообще, и к той самой Майкопской бригаде, окруженной у Грозненского вокзала. 1 января Ковалев выходит на связь с ней с частот штаба чеченских боевиков. Можете ли вы соединить меня с командованием? Нет, с командованием соединить не могу. Если она захочет, она выйдет на вас. И не очень понятно, как это вообще возможно. Официальный представитель российской власти по радиосвязи сепаратистов выходит на контакт с российскими войсками. Что это было? Да, я хорошо это помню, но это было уже, когда штурм очевидным образом провалился. Вот подождите, я сейчас смотрю чеченское телевидение. Идет БМП по дороге и горит при этом. Наша БМП горит. Горят люди. Как это объяснить? Это всегда очень плохо, когда погибают люди, но когда старики и женщины, которых я видел своими глазами, погибают от падения русских бомб, это, уверяю вас, не лучше. Люди, которые сидят в БМП, имели выбор. Старики этого выбора не имели. Сергей Ковалев переговорил с Масхадовым, и Масхадов дал ему послушать переговоры российских отрядов, которые оказались в окружении или полуокружении. И Масхадов тогда сказал Ковалеву: эти ваши солдаты погибнут. Мои солдаты погибнут. Пускай не выходят. Мы их пропустим выйти из города. Поговорите с ними. Ковалев подумал и согласился. У меня есть приказ, и я его выполню в любом случае. Ну, дай бог вам не погибнуть при выполнении этого приказа. Эта позиция уже и тогда, честно говоря, выглядела глупо. Абсолютно правильная правозащитная позиция. Извините, но становиться на сторону противника, когда твоя страна ведет войну, я не буду даже бросаться словами типа предательства. То есть Сергею Адамовичу Ковалеву вольно было вписать себя в легальное крыло чеченских боевиков. Ковалев никогда не был на стороне Дудаева, на стороне чеченцев. Он пытался остановить жестокий конфликт, в котором прежде всего гибли российские и русские солдаты. Да, это чистая правда. Но здесь уже военных подталкивала логика событий. Дудаевцы обороняются в городе, мы штурмуем город. Как выразился один командир взвода, у меня во взводе 20 человек, я отвечаю за них, за всех остальных людей в мире я не отвечаю. Если по нам стреляет снайпер из дома, мы подгоним танк и будем стрелять по этому дому, пока он не сложится. Когда сражение уже идет, говорить о том, что давайте вот эти вот остановят боевые действия, это утопия. Что я могу вам сказать? Вопросы соблюдения прав человека, это вообще всегда утопия. Последний бой Майкопской бригады по приказу генерала Пуликовского, отправленный к вокзалу и там практически окруженный, продлится более суток. Их будут расстреливать со всех сторон. 150 погибших. 1 января комбриг Савин попытается последний раз запросить помощь. Ну давайте сам думайте. Я не могу бросить раненых, на техника уже почти вся сожжена. Думайте. Мы видели еще отбивающиеся танки на вокзале. До них было, наверное, метров 100. Было видно, что там кто-то еще ведет огонь. Остатки пытаются вырваться на нескольких боевых машинах. Их подбивают. Комбриг Савин убит. Савин, комбриг Майкопской бригады, мне еще доложил, что ведет бой в окружении. Но все в это время вели бой. И я это воспринял, как обычное явление. В то время уже ввязались в бой и 81-й полк, 286-й. Все же командиры докладывали, и все вели бой. Получалось как бы в окружении.
Но зато он единственный из генералов, штурмовавший в Грозном, потом получил существенные повышения. Вот я ношу на груди с гордостью. Это знак участника боевых действий на Северном Кавказе. Он почти 1 к 1 сделан со знака, когда войну Ермолов здесь на Кавказе вел. Обычно именем Ермолова не только в Чечне называют собаку Ермол. Именно ему принадлежала тактика тотального сожжения населенных пунктов. Кавказская война – это длительный процесс завоевания России, Кавказа. Без завоевания Чечни и Дагестана у нее не получается контролировать свои закавказские территории. Это время, когда Чечня потеряла практически 2/3 своего населения. Тем больше была ожесточенность чеченцев. Даже после захвата Российской империи в 1859 году территории Чечни мы говорим о захвате территории, но не самих чеченцев, потому что чеченцы продолжают сопротивляться. Город в руинах, но город стоит. Бои за Грозный продлятся еще 2 месяца. Но и взятие города не станет ни концом войны, ни даже началом конца. Впереди, как сказали б сегодня, еще будут ответки. Первые в России крупные теракты. Алло, Шамиль Басаев. Все большее ожесточение и зверство по обе стороны фронта. Бандиты, понимаешь, с черными повязками. Попытки закончить войну ради победы на выборах. Садитесь. Политикат, я таким тоном летят. И заключенный в Хасавюрте мир. Война будет прекращена. Который и по прошествии 30 лет одни считают спасительным, другие – предательским. Я приехала туда на автобусе из Моздока в Грозный, и я увидела, что неба-то нет. Оно все черное, темное. У нас у каждой была пачка ксерокопий ребят. И вот куда ни придем, и вот я показываю, вы не видели на железнодорожном вокзале, где клочки тел висели, где что было. Их потом собирали, все наши федералы собирали и везли в контейнерах. Там описание, рост, зубы, вот это все. И смотришь, мои зубы подходят его? Нет, у себя отмечаешь номер, перечеркнула. А как не надеяться-то, а вдруг? И вот это «а вдруг» я знаю, что его нет живого, я знаю. Но в голове-то все равно «а вдруг?»